Друзья, всем привет! Сегодня 17 февраля. Мы находимся в Нижегородской области, Борский район. Сегодня температура у нас -6. Большая часть зимовки у нас завершена. Хотим пару слов рассказать об этом. Ничего интересного у нас не происходит. В зиму у нас уходило 13 ульев, и пока потерь никаких нету. Из положительных моментов были у нас 2 слабеньких роя, которые мы думали, что не дотянут до конца зимы. На данный момент с ними все в порядке. Один из них даже очень радует тем, что обстановка в нем обнадеживающая. Сидят они тихо, внизу, еще у передней стенки. И, по нашему предположению, что этот рой очень даже хорошо себя чувствует. Второй рой, который тоже слабенький, он немножко выкучился, рассыпался, клуб. И чувствуется в нем, над этим клубом чувствуется тепло, поэтому мы предполагаем, что там уже есть расплод. И посему мы начали его подкармливать. А из плохих моментов одна из семей, которая у нас пошла довольно-таки, как мы считали, сильной, заметно осыпалась. Пчел осталось довольно-таки мало, на 2-3 улочках. Хотя, когда мы собирали в зиму, и в ноябре, когда уже начались заморозки, мы смотрели, как сел клуб. Там были полноценные 5-7 рамок. А сейчас осталось такая картина. В начале зимовки нашу пасеку атаковала синичка, наверное, не одна. Приглянулись ей ульи на сетке. Стучалась она не в литке, а под улья забиралась и по сетке там пыталась вытащить подмор, что там сыпется на эту сетку. В общем, она пыталась там поживиться. Пришлось нам обтянуть эти ульи металлической строительной сеткой, и пока что проблема была решена. Так, что еще? Деревянные ульи у нас обвалены снегом по самую крышу. Кстати, деревянные ульи синичка не тревожила. Не заинтересовало их это. И вообще у нас есть несколько семей, где уже чувствуется тепло, где клуб рассыпался, пчелы взбудораженные, бегают по всем рамкам. И потому что там довольно-таки тепло уже над клубом, поэтому мы думаем, что там расплод, и мы начали их подкармливать. Есть семьи, где все довольно-таки обнадеживающе, тепла нет, клуб сидит у передней стенки либо в середине. Есть, которые вообще в таком состоянии находятся, что они как замороженные, еле двигаются, находятся где-то там внизу. Все тихо, спокойно, тепло, сухо. Кстати, на сетке у нас зимуют впервые пчелы. И мы переживали, как будет проходить зимовка. Много вопросов было, но на данный момент мы довольны этими ульями. При зимовке не обнаружено ни влажности, ни плесени. И думаем, что в дальнейшем мы будем использовать систему ульев на сетчатом дне. А пока пчелы зимуют, мы тоже не сидим без дела. Готовимся к сезону, подготавливаем всякий инвентарь, подготавливаем рамки, запасные элементы для ульев, донья, крышки, магазины, и тому подобное. Что на этом у нас новости заканчиваются. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.